1, 2, 3, 4. 4 ножницы Тула у часового на столе. Вы спросите, зачем? А я вам сейчас расскажу. Во-первых, обзор на S0 я уже делал, я даже сказал, что у него ножницы лучше, чем у К30, и мы это сегодня проверим. Но для начала расскажу, почему же здесь аж 3 запакованных S0. Во-первых, некстуловцы их выпустили в разных цветах. Мы эти цвета рассмотрим. Во-вторых, это отличный небольшой подарок. И раз уж их можно подарить, я решил, что для начала мы их рассмотрим, а потом я уже куда-нибудь подарю их. Тем более этот подарок подойдет как для женской половины, так и для мужской. И на вас не будут смотреть странными глазами, нафига вы дарите нож. Ножа здесь нету, это ножницы и брелок. Мне кажется, отличный подарок за адекватные деньги с офигительным качеством для такой цены. Погнали смотреть цвета. Они запакованы просто круглым скотчем, который можно отлепить, прилепить другой. В общем, делайте что хотите. Итак, погнали смотреть цвета. Бирюзовый. Более брутальный цвет хаки. Хотя, может, это бежевый цвет. И какой же у нас цвет будет последним? А вот такой вот брутальный фиолетовый цвет. А вот поэтому я говорю, что это универсальные подарки. И вот этот цвет я бы взял. А вот над этими двумя цветами я бы долго думал, зачем они мне нужны такие красивые. Где-то я эти цвета уже видел, и как бы это было не микро. Итак, давайте откроем, посмотрим, насколько все хорошо прокрашено. А потом еще раз сделаем небольшой тест по ножницам. Возможно, я ошибался, что они лучше, чем у К30. Итак, голубой, песочный и брутально фиолетовый. Ну и мой классический из нержавейки, который просто нельзя убить. На самом деле, они, конечно же, все из нержавейки. У них основной материал это 420G1, а вот материал ножниц у них немножко получше. Это 5 хром 15, и для ножниц этого вполне себе достаточно даже для хороших. На самом деле у покрашенных ручек есть как плюс, так и минус. Твердость покраски не указана, поэтому это будет познаваться только в процессе использования. Но на ощупь такая себе приятная краска. Она идет шероховатая, матовая, и она совершенно не собирает на себе никаких следов и отпечатков. В отличие от нержавейки, которая все время чуть-чуть залапанная, потому что ее либо же все время вытирать, либо же на это дело забить. Я на это дело забил, поэтому она все время в пятнах. Я бы, наверное, еще замонтировал сами ножницы, чтобы они отличались от базовой модели. Но с другой стороны здесь идет контраст, это матовая, это блестящая поверхность и смотрится все очень интересно. Приятный ход у ножниц, все они смазаны смазкой, немножечко нужно вытереть. С другой стороны это хорошо, потому что без смазки они работают не так идеально. Лично мне этот цвет очень нравится, и я бы его, наверное, даже оставил вместо своего основного, но единственное, есть вопросы, сколько он проживет. И я надеюсь, некстуловцы не продешевили и используют хорошую краску, которая максимально сопротивляется стиранию. Тем более предпосылки в этой краске долго прожить есть. Во-первых, винты не крашеные, и на поверхности он лежит и, скажем так, не трется. Но, конечно же, если он будет с ключами, там уже нужно смотреть, как он себя поведет дальше. Нам обещают все те же 35 грамм веса и 61 миллиметр в длину. Давайте проверим. Без 0,05 35 грамм. Давайте посмотрим на стабильность. Вот эти оказались самыми жирными. То ли слой краски в них толстый, потому что уже очень гламурный, то ли скрывается какой-нибудь дополнительный инструмент. Интересно. А если интересно, то почему бы не проверить? 0,2, не битый, 0,15. Совет: берите бирюзовые, на них потратили больше краски. Да, кстати, а возможно тут тоже есть какая-то краска. 0,10. Отсюда у нас возникают выводы, что дешевые детекторы толщины покрытия такой себе прикол. Длина 66 мм и толщина меньше 6 мм. И вот как раз на эти 0,2 и тоньше полностью металлические. Напомню, какие инструменты S0 имеет на борту. Итак, во-первых, это у нас пинцет. Отличный пинцет, который потерять невозможно, разве что с ножом. Дальше он не выдвигается, вот так вот максимум на 90 градусов. Волос хватает хорошо. С другой стороны у нас аж 3 инструмента. Первое — это крестовая отвертка, совмещенная с небольшим напильником. Много шлифует, и в принципе для него больших задач, я думаю, и не предстоит. Плюс у нас есть открывашка, плоская отвертка и микроплоская отвертка. Открывашка вполне себе хорошо будет открывать. Ну, к отвертке вообще вопросов никаких. Отвертка и отвертка, размер нормальный. Крестовая, маленькие винтики в электронике открутить сможет, если они, конечно, не очень глубоко посажены. А вот эта вот микроотверточка на самом деле зачастую полезна, особенно тем, кто ходит, ну, к примеру, в очках. И несмотря на то, что в очках зачастую, а вернее практически всегда стоят крестовые винты, то за счет скосов и острых граней она хорошо садится и позволяет хорошо затянуть винтики. Единственное, учитывайте, она, конечно, тоненькая и сильных усилий она не выдержит, но для маленьких винтиков то, что нужно. И раз я нахваливал ножницы, давайте рандомно вот этот цвет протестируем вместе с К30.
У меня есть вот такая вот хлопковая веревка, которая не очень нравится К30. А давайте посмотрим, как с ней справится S0. Я еще не пробовал резать, поэтому будет интересно. Тоже может заживать, но сам рез реально легче. Они ведь даже немножечко меньше. К30 на самом деле вообще их зажевывают, если не нажимать на ручку, то перерезать невозможно. А нажимая на ручку, довольно сильное усилие приходится прилагать. Здесь же вообще без усилия. Ножницы на S0, еще раз подтверждаю, лучше, чем на К30. Это лучшие маленькие ножницы, которые мне встречались. Именно поэтому я решил снять видео и еще раз рассказать про эти ножницы. И чтоб никто не говорил, что я не пользуюсь Victorinox и не знаю, какие у них ножницы, знаю. Больше 10 лет на кармане, у меня есть вот такой зеленый, такой же есть черный. У черного ломалась пружинка, и буквально сегодня сломалась пружинка у зеленого. Пружинка стоит 3 копейки, единственное, надо заказать, подождать и потом вставить. И пока я буду ждать пружинку, я все так же дальше буду ходить с вот этим вот S0. Он, конечно, вам ногти постричь не сможет, в этом, конечно, есть небольшой минус. Но упаковки он режет определенно лучше, чем SD-шка от Victorinox. А давайте протестируем на картоне. Они даже картон режут лучше. А если вот такой целлофан взять? Одинаково хорошо. На вкус и цвет фломастеры разные. Но сам принцип и качество изготовления S0 от Nextool мне лично очень понравились. Сам ношу, поэтому как себе, так и на сувениры подарки смело могу рекомендовать. Отличный вариант. Я забыл сказать про чехол. К ним же еще идет в комплекте чехол. И вот если бы еще чехлы сделали в цвет, было бы вообще бомбезно. Но и с такими чехлами, если вы переживаете за то, что этот микротульчик затрется, просто ложите в чехол, и он будет всегда как новенький. Я думаю, те, кому достанутся данные брелки, будут довольны и не будут на меня смотреть странными глазами. И небольшой спойлер, скоро на обзоре будет вот такая вот штука. Попробуйте, угадайте, как она называется. Nextool с огневым? Такое бывает? Я думаю, да. Всем пока.